Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю легенды, предания и, в первую очередь, сказки малых и великих народов России. Происходят в них самые разные события, от обыденных до совершенно невероятных. Но в основном все они говорят об одном — об извечной схватке добра и зла. И, к счастью, хорошие дела и верные поступки всегда одерживают верх, хоть и могуча нечистая сила, хоть и многочисленны те, в чьих сердцах тьма. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет сказка, которую рассказывают чуваши. Это один из самых многочисленных народов России. В нашей стране и в других государствах мира живет почти 1,5 миллиона чувашей. А больше всего в республике Чувашия, над которой многие из нас, да и я, в общем, в том числе, угорали на уроках географии. Понимание мира у чувашей где-то похоже на воззрение других народов, а где-то в корне отличается. Например, они верили, что все сущее делится на 3 мира — верхний, земной и нижний. А вот землю чуваши представляли не круглой, не плоской, а квадратной. Небосвод у них держится на мировом древе, как у тех же викингов, а по углам на 4 столбах. Края земли постоянно разрушаются Великим океаном. И когда вода дойдет до земного центра, где скромно живут сами чуваши, то должен наступить конец света. Схожести и различия встречаются и в чувашских сказках. Есть, например, у них сказание об Иване Батыре и многоглавом змее, которое на самом деле очень похоже на нашу былину «Иван Крестьянский сын и чудо-юдо». А есть и другие, не похожие ни на одну из мировых легенд. Вот как рассказывают чуваши. В давней давности жили-были старик и старуха. Был у них единственный сын, звали его Эдикан. Рос парень здоровым и сильным, а как подрос, забрали его в солдаты. Раньше солдатская служба была долгой, лет по 20, а то и по 25 надо было воевать. Послужил Эдикан, не по душе ему пришлась строгая солдатская жизнь. Взял он и ушел со службы. Идет он день, идет два, устал, проголодался. Видит на окраине леса избушка. Подошел Эдикан, постучал в окно. Открылось окошко, из него старуха высунулась. «Салям алейкум, бабушка!» Алейкум ассалям, солдатик. «Дозволь переночевать усталому путнику». Ой, избенка у меня, сам видишь, маленькая. Да как-нибудь уместимся. Заходи, ночуй. Напоила старушка Эдикана чаем, постелила ему постель, а на утро парень встал, принес доброй женщине воды, нарубил дров, починил содранную ветром крышу. Старушка даже не знала, как и благодарить Эдикана за такую помощь. И дала ему на дорогу последние полкоровая хлеба и маленький шерстяной клубок. Еще сказала: как трудно станет, вспомни меня, старую. Поблагодарил ее Эдикан и пошел дальше. Идет день, идет два, кончился хлеб уже давно. Один клубочек остался. И зачем мне его старуха сунула? Вот был бы хлеб, другое дело, его хоть съесть можно. Взял, да и кинул клубок вверх. И в ту же минуту, Эдикан не успел и глазом моргнуть, перед ним появился серый в яблоках конь Аргамак. Зачем я тебе понадобился, Эдикан? Иду со службы домой. Хочется поскорее в родные места попасть, а до них еще далеко. Не подвезешь ли? На меня садись, да крепче за мою гриву держись. Эдикан вскочил на коня, крепко за гриву ухватился, конь ударил копытами. Искры полетели, земля загудела, ветер в ушах засвистел. Не успел Эдикан опомниться, как уже был в родной деревне. Эдикан, куда хотел, туда я тебя и привез. А как понадоблюсь,
брось шерстяной клубок вверх, и я явлюсь. А теперь прощай. Сказал так конь и исчез, будто его и не было. А Эдикан домой пошел. Отец и мать уж не надеялись увидеть своего сына, прослезились от радости. Эдикан, как отдохнул с дороги, стал спрашивать. Оставил он в деревне невесту, красавицу Селиме. Очень они любили друг друга, и Селиме обещала ждать Эдикана, когда тот в солдаты ушел. Эх, сынок, так ведь родители-то Селиме по-другому рассудили. Решили они выдать дочку против ее воли за другого парня. Не снесла Селиме горе и отчаяние и утопилась. Эдикан, узнав об этом, горько опечалился. Но плачь не плачь, а мертвого слезами не воскресишь. Много ли, мало ли прожил Эдикан у родителей, объявил царь на все свое государство, что пропала у него дочь. И кто найдет ее, за того он и замуж ее отдаст, а в придачу половину царства обещает. Услыхав такую весть, Эдикан в дорогу собрался, взял солдатский меч, попросил у родителей благословения и отправился на поиски царевны. Вышел он из родного селения, достал клубок и кинул его вверх. И в тот же миг, как из-под земли, появился перед ним серый в яблоках аргамак. Зачем я тебе понадобился, Эдикан? Да вот пропала у царя дочь, я ее найти вызвался. Подсоби, чем сможешь. На меня садись, крепче за мою гриву держись. Снова ударил конь копытами. Земля загудела, искры в разные стороны полетели. Долго ли, коротко ли неслись они стремглав, посредине глубокого моря остановились. А на море двери огромные, и лестница вниз во тьму ведет. Конь остался наверху, а Эдикан стал спускаться в подводное царство. Вот и морское дно. Пошел он по тому дну, чугунную дверь перед собой увидел. Взялся за ручку, дернул, и будто гром по дну моря прогремел. Дверь открылась. Эдикан шагнул через порог и в ужасе попятился. Перед ним длинный стеклянный коридор, длиннее родной деревни, а с той и с другой стороны мертвые тела висят. Мужчины и молодые парни, все вниз головой почему-то. Чугунная дверь за спиной парня с грохотом закрылась, и пути назад уже не было. Пошел Эдикан между рядами мертвецов вперед. Увидел еще одну дверь. Эта дверь была еще больше первой, и когда Эдикан открыл ее, гром гремел еще сильнее. Открылся второй стеклянный коридор, тоже увешанный мертвецами. Но здесь были одни женщины и дети, тоже вниз головой. Некоторых детей смерть застала в ту минуту, когда они сосали материнскую грудь. От жалости к этим бедняжкам у Эдикана слезы выступили. Прошел он и этот коридор, подошел к третьей двери, самой большой. Открыл ее на свой страх Эдикан, а посреди большой стеклянной комнаты стоит гроб. А в гробу неписаной красоты девушка. В грудь ее воткнуты 2 кинжала, а гроб полон крови. Догадался Эдикан, что это и есть царская дочь. Еще горше стало на сердце. Как ее вызволить-то? Огляделся он по сторонам. Увидел ворота, сплошь увешанные человечьими головами со скаленными зубами. Открывает. Огромный зал был битком набит подводными чертями всех мастей, и большими, и маленькими. Приглядевшись, Эдикан увидел, что на возвышении лежит сам сатана, а на кончиках его рогов золотые наперстки красуются. Заметив Эдикана, сатана не шевельнулся даже, а только сказал: пришел! Эй, водяные! Принимайте гостя! На Эдикана набросилась сразу добрая сотня чертей.
Он выхватил меч и начал рубить водяных налево и направо. Махнет налево, 10 чертей нет. Махнет направо, 20 чертям головы срубит. Да только замечает Эдикан, что чертей не меньше, а все больше становится. Из каждой капли крови новый черт рождается. Обессилел Эдикан, а сатана лежит на своем ложе, усмехается. Спасибо, что постарался. Прибавил мне число придворных. Тут юноша сообразил. Начинать-то надо с главного черта. Замахнулся на него мечом. Меч надвое разлетелся. Вспомнил Эдикан о своем чудесном коне. Бросил вверх клубок, но сатана не дал клубку упасть. Подхватил его в воздухе. От злости Эдикан кинулся на главного черта, схватил его за рога. Сатана вырвался, но золотые наперстки остались в руках у Эдикана. Чуть не заплакал Эдикан с досады. Швырнул наперстки об пол. И вдруг из наперстков появились 3 бравых солдата. И к нему. Что прикажешь, Эдикан? Рубите всех водяных чертей! Солдаты вынули из ножен огненные мечи и в 2 счета разделались со всей оравой чертей. А их царь, сатана, сам дух испустил. Вся сила у него, оказывается, была в наперстках. Солдаты взяли у сатаны клубок и отдали Эдикану. Поблагодарил солдат их за службу, и те тотчас же вернулись в золотые наперстки. Захотелось парню поскорей выбраться из этого страшного места. Открывает он дверь, а навстречу ему ожившая царевна идет. Ну, Эдикан, спас ты меня. Теперь я ни за что с тобой не расстанусь. Снимает с пальца золотое колечко и надевает на палец Эдикана. А сама от радости ярче солнца светится. Обнимает своего спасителя, целует. Взял Эдикан царевну за руку и повел прочь из подводного царства. Открывает дверь. Диво-то какое! Все мертвые женщины и дети, все мужчины ожили. Стоят по сторонам стеклянного коридора, благодарят за спасение. Уже совсем собрался Эдикан с царевной выйти из подводного царства, как подошла к нему какая-то молодая девушка под белым покрывалом и молча указала на еще одну дверь. Раньше Эдикан ее не замечал, но теперь-то уж ничего не боялся. Смело открыл дверь и увидел много людей, опутанных змеями, которые высасывали из них кровь. Видно, здесь те мучились, кто при жизни зло какое учинил. Эдикан постучал наперстками друг от друга и приказал появившимся солдатам: «Уничтожьте-ка вы всех змей!» Солдаты ударились озимь и превратились в кошек. И в таком виде быстро справились со всеми змеями. Освободились мученики, поблагодарили Эдикана и поклялись, что изменятся и только добро на земле делать будут. А кошки опять солдатами стали и явились к Эдикану за новыми приказаниями. Что прикажешь, Эдикан? Да хочу я вывести всех этих людей из подводного мира в мир земной. И в ту же минуту открылась последняя дверь. Море раздвоилось, разошлось, и образовался проход на берег. Когда Эдикан с царевной, а за ними и все освободившиеся от власти водяного сатаны поднялись на сушу, море сомкнулось. Старики, ступив на берег, помолодели, молодые возмужали, и все разошлись по своим родным краям. А царь тем временем узнал, что дочь его спасена, и велел от берега моря до самого дворца застелить дорогу белым полотном. Так по этому полотну Эдикан с царевной и вошли во дворец. Царь остался верен своему слову. Отдал он за Эдикана свою дочь и в приданое половину царства. Свадьба длилась 7 дней и 7 ночей. Народ веселился до упаду. А в скором времени старый царь умер и перед смертью завещал вторую половину царства Эдикану. И тут бы, наверное, и сказки конец. А нет. Хоть и спас Эдикан царскую дочь от смерти, хоть и клялась юная жена никогда с ним не расставаться, но вот только любить своего мужа она не любила и все думала, как бы от него
избавиться. Однажды, когда из соседнего царства-государства приехал к ним в гости молодой царевич, жена Эдикана отдала ему и шерстяной клубок, и золотые наперстки. Тот вернулся домой и, зная чудесную силу подаренных вещей, объявил Эдикану войну. Эдикан о пропаже вещей не знал. Ну, вроде на своих местах клубок с наперстками лежат. А потому не очень-то и беспокоился. И когда на границах его государства появилась огромная армия и начала из пушек стрелять, Эдикан смело пошел навстречу неприятелю. Жене почему-то тоже захотелось с ним пойти, и он не стал ее отговаривать. Дошел он до границы, кинул клубок вверх, но не является конь. Стучит друг о друга наперстками, ни одного солдата не видно. Тогда жена его рассмеялась и говорит: Ни аргамака тебе, Эдикан, ни наперстков больше не видать. Они у того, кого я люблю. в эту минуту, откуда ни возьмись, прискакал на чудесном коне царевич чужеземный, подхватил жену Эдикана и увез восвояси. А несчастный Эдикан понял, что неверная жена подменила волшебный клубок и наперстки на простые. Эх, я же ее из гроба поднял. Она вон как мне отплатила. Вспомнил Эдикан, как ему бабушка говорила, когда волшебный клубок давала. Как трудно станет. Вспомни меня, старую. Эх, была бы здесь бабушка, она бы что-нибудь придумала. И только он это промолвил, видит, знакомая старушка перед ним стоит. Чего это ты такой печальный, сынок? Эдикан все ей рассказал, как было. Да уж, за то, что ты, Эдикан, предал смерти главного водяного черта, я тебе по гроб жизни буду благодарна. Самым страшным моим врагом он был. Да вот только сама я его осилить не могла. Спасибо тебе, сынок. А неверной жене своей ты не печалься. Куда она от тебя ушла, пусть там и сгинет. Подлые люди своими поступками сами себе гибель куют. А вот доброму человеку везде подмога будет. И только вымолвила эта старушка, в руках у нее появились и волшебный клубок, и золотые наперстки. Отдала она их Эдикану и исчезла, будто и не было ее вовсе. Поблагодарил бабушку Эдикан, а сам вызвал шерстяным клубком чудесного коня, сел на него и поскакал биться с войском царевича. Большое было войско, страшное, но Эдикан с помощью своих волшебных солдат победил его. А как одержал верх над ними, вошел в шатер к царевичу. Видит, а жена его, царевна, мертвая лежит с кинжалом в сердце. Это, видно, царевич ее убил за то, что волшебного клубка и наперстков не нашел. А рядом и он сам лежал. Себя жизни лишил, чтобы избежать позорного поражения. Вздохнул Эдикан и в родное село поехал. Когда вернулся он в дом родителей, нашел там богато уставленный стол. Чего только не стояло на том столе. И еда, и питье, и пряники, и конфеты. А на концах стола стояли наполненные щербетом серебряные ковши. На одном ковше были выбиты слова «для Эдикана», а на другом — «для Селиме». Откуда же здесь взяться Селиме, если ее уже давно на свете нет? А ведь как было бы хорошо, если бы моя милая Селиме сидела за этим столом вместе со мной. И только он так сказал, отдернулась занавеска, и появилась перед Эдиканом самая красивая во всем свете девушка, его милая Селиме. А на ее плечах было то самое белое покрывало, которое он уже видел в подводном царстве. Да только не узнал, ведь лицо ее было закрыто. Бросились они друг к другу в объятия. Эдикан усадил девушку за стол и все рассказал, что да как с ним было. Неблагодарная оказалась царская дочь, сказала Селиме. Ты ее от смерти спас, а она за это тебя самого чуть не погубила. Но да не будем о ней говорить, не стоит она того. Хочешь, я спою тебе нашу песню? И запела девушка любимую Эдиканом песню. Ее Селиме пела еще в их родной деревне,
пела в тот вечер, когда они впервые поцеловались. Закончила петь девушка, сказала: «А если мы будем до конца дней своих любить друг друга, то и наша жизнь будет прекрасной, как эта песня». Сыграли Эдикан и Селиме свадьбу и стали жить в довольстве и согласии. Все были ими довольны, и все их очень любили. За новыми историями уже других народов приходи везде, где слушаешь подкасты. И обязательно подписывайся на «Мрачные сказки» где хочешь. В мобильном приложении на сайте SoundStream, в Apple Podcasts, в Google Podcasts, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на YouTube. Советуй друзьям, ставь оценки и рассказывай, вдруг ты знаешь какие-нибудь страшные, пугающие и даже просто интересные сказки из любого уголка нашей страны, которые я пока еще не прочел или которые я вообще, может быть, и не знаю. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.